А кто у нас слева? Блокпост вроде там. Или они так орут, что их аж отсюда слышно? Давай проверим, вдруг может быть. Ничего не вижу. Вот и блокпост впереди. Главное, чтобы военные ребят не заметили. Так, я пойду чуть в стороне. Двигайтесь метра 3-4 позади меня, но не подходите. Окей. Не стреляйте! Нужно поговорить со старшим по званию. Уже нет! Оружие положил на землю. Вот мои руки. Я один. Автомат как бы не хочу оставлять на земле. Бля, нервные они какие-то. И в глаза светят. Интересно, сколько там желающих меня пристрелить? Здорово. Здорово. Ну, в таком положении как бы неудобно. Опусти здесь. Оставь землю. Куда путь едешь? К начальнику вашему, командиру. Яков. Фонарь уберите, в глаза не светите. Хочу показать. У меня есть официальный пропуск на проход в зону отчуждения, подписанный старшим командованием ЧЗО. Привет. Как зовут? Племишин Николай Валерьевич. Ник. Ник? Да, Что такое ник? позывной. Мой позывной Рио. Ну, я только прибыл. Только прибыл. Да. Научный институт исследований Чернобыльской аномальной зоны. Вот мой единственный документ, он подписанный начальником. Я не проникаю никуда. Если бы я проникал, я бы, наверное, к вам не подошел просто так. Моя задача — документальная видеофиксация аномальных явлений, сотрудничество с ученым, и я занимаюсь поисково-спасательными работами. На вооружение что имеет? На Ну и вооружении вопросики. Блок 18, Какая тебе нахер разница, какая у меня М4, экипировка? А1. Боеприпас. Боеприпас 5,45. Добро. Магазины здесь. Сколько магазинов? 4 магазина и 1 в автомате. На ГЛОК сколько магазинов? 1. Пропустить там! Ну, я на данный момент в зону не прохожу. Я хотел бы поговорить отдельно в, так скажем, неформальной обстановке. Нормально. Добро, не так говорить. Мне порой помощники нужны будут. Рой или уже? Ну, на данный момент я еще не собираюсь заныривать сразу туда. Но мне нужны помощники. Институт людей не выдал. Я подряжаю на работу, ну, скажем так, сталкеров. Я понимаю, что пропуск у меня на одного человека, я ничего сделать не могу, но я за каждого сталкера могу. Сколько тебе платят? На данный момент я не знаю, но сколько вы хотите за проводку одного сталкера? Ну, понимаешь. Когда вот сколько по месту это все решается. Не решается. Думаю, мы сможем договориться. Но сумму Ну, хотелось бы знать, на что рассчитывать.
Ну, я понимаю, что сталкера бедные и тому подобное. Ну, скажем так, не все. Не все. Со мной можно иметь дела. Ну, то есть деньги есть, да? Ну, скажем так, и какое-то количество имею. Скажем так. То есть, если мы хотим... Ну, понятно, чем больше свет, можно свет выключить. Ну, я понимаю, хотим... Это все зависит от того, какое количество людей будет. На данный момент я хочу оставить базовый задаток за 3 человек. Рассчитаюсь Не, ну это за 3 человек. за сколько ты хочешь. Это Давай по человек. 50. А? Это 2 Сколько? человека. 50 за человека, правильно? Добро будет 50 за человека. Держи 30. Это когда будем идти вообще? Нет. Это оставляем дело так, залог, Угу. а по месту уже разберемся дальше. Без меня не входите. Спросите старшего. Как вас? Кос. Кос. Звание? Капитана Коса. Просите, вас тут знаю. Ну я тут знаю. Все. Хорошо, Что ж, договорились. слухи о том, что Было вояки приятно с берут вами взятки, поговорить. полностью оправдались. Сейчас нет. Капитан – один из тех людей, благодаря Удачи. которым сталкеры могут проникнуть в зону. Ну и выйти из нее, если хватит финансов. Но цена вот настораживает, дешево как-то. Чтоб не было подставы. А то провожу сталкера, даю деньги, и меня пакуют со всеми вытекающими. Ладно, вернемся в лагерь и обсудим свежую информацию. Что это ты делаешь? Плен кого-то собрался брать? Не, просто Дай. сломал. Нет, тут на самом деле можно делать. Просто раскрыть. Вот. Да залазит. А, и все, типа. Да, Символ, и ты должен стянуть их. На. Нет, тянуть понятно, как назад. Надо их надо снять. Назад вроде не получится. Вот надо. Ладно, давайте послушаем информацию. Ну что, их главного зовут капитан Кос. Кос, да? Да. Ну, скажем так, корыстная сука. Ага. Редкостная. Я с ним поговорил, то есть у меня, благо, есть Ага. одна штука, благодаря которой я могу туда пройти. Ага. Ну, я сказал, что мне... мне... А никак. Скажем так, научно-исследовательский центр Чернобыльской аномальной зоны дает такие штуки. Ну, обычному сталкеру, я сам по себе не сталкер, у меня даже ПКС нет, я не занимаюсь сбором артефактов. Я здесь по своей работе. Ну, короче, поговорил я с этим Косом, сказал, что помощники нужны. То есть сколько людей могу провести. Ну, скажем так, за 3 людей он взял с меня задаток $150. Ага. И не знаю, сколько он захочет в следующий раз. Но Ага. это был задаток. Я думаю, что по $100 с рыла они могут пропускать. Ага, я понял. Ну, не дешево. Недешево. Но с другой стороны безопасно, потому что путей я пока не знаю. Ага. Ну Мины, и... наверное, да? Да, минные поля, патрули. Там Можно, аномалии, кон- наверное, будут. Ну и аномалии в том числе. Блин. Ну да. Фу-фу-фу. Я предлагаю... Так, а задатки, это деньги уже заплатил? Конечно. Ну, скажем так, с военными лучше работать следующим образом. Ему заплатить, но дело в том, что я кое-что зафиксировал. Ага. И я думаю, что разговаривать он будет теперь лучше. Ему нет смысла отпираться. Так что пройти есть возможность, если скинуться некоторыми деньгами. Деньгами. Надо денег где-то раздобыть. Ну, скажем так, на данный момент барыга сказал, что не знает, кто из сталкеров туда ходил. И я не знаю, кто знает территорию, расположение аномальных полей и вообще что там да как. Карта у кого-то есть? Да, какая там карта? Отлично. Есть То есть, карта, нет? в принципе, фактически у нас нет ничего. Зеро. Мгм. Полная причем. Не свети в глаза, пожалуйста. Пока как-то так.
Но я тебе говорю, там на А может блокпосту у них их какие-то дофига. интересы, ну, не знаю, не просто заработать, а ну там что-то. Да какие военных интересы? Водка и бабло. Ну, чтобы знать, скажем так, какие у них интересы, нужно побывать непосредственно у них на базе. Ну, я постараюсь это сделать. Опа, Так, а это что такое? кто-то с нами. Мутант? Давай ты. Только этого, блядь, не хватало. Кто здесь? Покажись! Руки так, чтобы мы их видели. Второй Тихо. руки в гору тоже. Второй тоже. Второй вставай. Давай, Черт возьми, это парни в синей форме. Наемники? Нифига себе. Сгоняйте к торгашу, спросите, хочет ли он с ними общаться. Не подходи ближе! Сколько вас? Несколько это сколько? Сейчас скажем. Сейчас скажем. Поднимайтесь, подходите, поднимайтесь. Все поднимайтесь. Подходи потиху. Примет. Опа-па, братва! Так, а вот и братва. Интересная компашка. Еще и какой-то ящик тянут. Доброго здоровья. Добрый вечер. Добрый вечер. А можно фонариком не в глаза? Хотя бы ночь. Как можно Пойдем. пройти, кстати, сюда? Пухла. Если бы, брат, если бы. Бомба. Что, пацаны, сигареты не угостите? Что, кого не курим? Там ближе А к ладно, торговцу вот спроси. дольники не курили, пацаны, ну не ходите, парень. С каких это пор наш барыга торгует с бандитами? Знает, это барыга. Твою мать, какой-то мутный здесь барыга. Синие и братва свободно так зашла. Кстати, они каким-то образом прошли блоки. Можно с братвой поговорить. О, обход. Обход. Что с ним делать? Ну, во всяком случае, мы его не слышали. А торговец не промах. Торгует со всеми, включая псов войны и братву. Интересно, как они пришли сюда? Двигались они со стороны болота, а не блокпоста. Обходной путь? Скорее всего. Так, надо о нем выяснить у этих ребят. Договор с военными это, конечно, хорошо, но запасной вариант не повредит. Пацаны, давай поговорим, да. Заходите. Пойдем, пойдем. Пацаны, давайте. Есть что перетереть. Нет, базар будет ноль вообще, пацаны. Давайте хотя бы по-человечески, мы ж не воевать. Да понятно, понятно. Он газировка, чаек замутим, по 50 грамм. Ну, а тут такой. Нормальными людьми можно и по 100. Нормальными людьми можно и по 100. Так вот я до сих пор не могу понять. Вот сталкеры вроде бы пацаны правильные, ровные. Но понятием жить не хотят. Что это? А что решили, чтобы понять? Свободного сталкера тоже не понятия. Свободные сталкеры понятия. Ну, давайте. Вы присаживайтесь, пацаны, присаживайтесь. Как чё кто рассказать байку, может кто тут поделится. В зону попал. В зону ж попасть толком не может. Может вы поделитесь, как вы блокпост проходите? Потому что мы тут, блин, сидим и хрен там. А вот да, можно, вон. Ну нормальные План люди хоть набивает. это знают. Вы Перцем пацаны пьем. другое скажите. Мы-то, конечно, к вам пробрались и обратно тоже попадем. Нам это как два пальца. Только что нам за это будет и что нам за это будет интересно? Торговлю вести. Не, а Какую что торговлю? будет? Пацаны, Подождите. а что с вами за Смотрите, торговля? сейчас расскажу. Что у нас интересно? Смотрите, сейчас расскажу. Ну вот у нас здесь сколько стволов, да? Так может сообща мы сила, может сообща мы можем что-то сделать, может сообща мы можем заработать. Нет, ты братву не путай, понимаешь? Мы-то живем ровно по понятиям. У
У нас своя тема, у вас своя. Товар вы толкаете сюда? Ну, товар толкаем, вы к нам заходите, мы вас тоже не обидим. Ну, пацаны вместе, мы не на войне, понимаете? У вас одни дела, у нас другие дела. Ну, лучше давайте, вы мне налили, а сами что-то не пьете, понимаете? Это начинает напрягать. Может, вы А какой-то вдруг костюм ему, они, братья, да. подсунули? Давайте, кто-то со мной, кто-то видел, что кто-то бутылки, а то все-таки все не то. Я с тобой. Я тоже люблю выпить. Я вообще не понимаю, какой сталкер не любит быть. Вы, пацаны, вы лучше скажите, вы зону давно топчете или где? Мы по-свежему, поэтому другие. А что он тот вот сталкерок, а? За микрофон держится. Что, инпут сливаешь, брат? Ух, какие мы пугливые. Микрофон активной гарнитуры никогда не Стоять, видел. стоять, 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 Ну стоять, ладно, стоять. с Не тобой дергай. поговорим. Покажись! Это наш вольник. Так, братаны, бабулю нужно для закупочки. Перемотка. А у нас равняк. А есть что запить, Виталий? Давай так, перейдем со стороны. На попробуем. Что кого-то работать можно что-то или нет? Много не будем просить. Слышь, братан, кто у вас тут главный? У нас здесь все главные. Мы Скромные пацаны. А по-серьезно? Перетереть надо серьезную тему. Ну а если по-серьезному перетереть, то все вопросы к бугру. Кто бугор? Но если есть базар, я отведу. Не вопрос, есть. Ну сейчас ребята порешают, поговорим. Жду. Команд, брат, подойди. Я сейчас не перетру. Ты же сам не садись. Да я здесь, у вас на глазах. Нет, здесь-то понятно, если возьмут с собой. Не, сам я не пойду. Не дурак. Слишком болтливые они. Бандюганы. Ну, не сказал, нетипичные бандюганы. Очень нетипичные. А у кого базар Обычно. с бугром намечает? У меня. А что конкретно бугру? Я его зам. Все вопросы через меня. Как-то у вас странно. Один через один, один через один. Брат, ну понятие, работаем. Пацаны, это только Вика приехал. Надо бы проверить. О, мужики! Что там вообще? Иди сюда, братак. Я хочу перетереть о безопасных проходах. Сам, так можешь с нами перебирать в безопасных проходах. Мы к вам дошли, мы даже здесь ни с кем не зацепились. Вот в том-то и дело, поэтому я хочу поговорить с главным за эту тему. Потому что финансовые вопросы с каждым из вас я решать не буду. Главное, понимаешь, мы здесь не пустые сошки. Мы к вам тоже просто так не прорывались. Мы не мишура. Не мишура, но с кем разговаривать, кто главный? Чтоб к главному вас надо довести, понимаешь? А чтоб вас довести, вы уже дорогу узнаете, и что нам с этого будет. Хорошо, кто главный в этом отряде, который сюда дошел? Сейчас разберемся. Конкретно, что ты предлагаешь? Нужен путь. Что нам с этого будет? Твою мать! У кого сработало? Нас нет. Ну нам, братцы, ну нам. Что, деньги били? Деньги. Хорошие деньги. А там, глядишь, услуга за услугу. Ну, услуга за услугу, я так понимаю, это правильно. Я смотрю, вы, пацаны, более-менее ровные. Зону топчете. Хоть и по понятиям жить не хотите. Тут другой вопрос. Где наши конкретные гарантии безопасности? Нас мало к вам пришло, вас много. Мы сейчас выйдем, дорогу покажем, а вы нас там и положите. Бандит, просящий гарантий.
Да вы, парни, больше смахиваете на барых из обсуждение. 90-х, чем на реальных Все бандитов. по чесноку. Сейчас перетру с братвой. Перетери. Может, что я нарисую. Давай, подумай. Мужики, дайте зажигалку. Двухсотых привезли? Бугром напрямую говорить. Да сейчас они между собой трут. Брать Понимаешь? или не брать? Иди Ладно, сюда. слушай. Лучше хабара возьмем. Смотри, сейчас пробьем. То есть я в боях пробил, то есть там официальный вход может быть, но за бабло. Здесь через братву надо будет накидать денег. Они могут показать. Где бы бабок взять? Мы-то все спустили на быка. Что, вообще голяк? полный? Вообще. Ну, если я вам одолжу деньги, отдать сможете? Ну, со временем как разживемся. Ну, ты переговори с мужиками, если что. А сколько надо? Ну, перетру узнаю. Ты пока спроси, Ну, готовы меньше, ли чем у они вояк поработать. по-любому. Ну, думаю, да. Что я, блядь, делаю? Одалживать деньги? Но идти одному с братвой в зону еще та Я авантюра. и 3 человека Ладно, посмотрим. за проводку. 4 человека, да мне сейчас надо было узнать, что ты, как ты, с кем ты, кто у вас старше, с кого деньги тратить. Где Платить гарантия? буду я. Ты отвечаешь за гарантию была. Да. Ясно? Иди. Давай. Ну иди, я терпеливый, подожду. Ждем, мужики, что братва скажет. Сколько они захотят. Дальше перетрем между собой. Ну, я договорился за проводку один, и я и 3 человека. Сколько хотят? Ну, понятия не имею. Сейчас будет тереть между собой. Всех вряд ли. Мы дорогу узнаем. Едете за нами? Ну, не сразу, только тогда. Тоже здесь не вариант. Парни, дело в том, что вы можете так же само пробить дорогу в обход. Скажем так, на болтах пройти. Вот там, если что, взаимный обмен информацией. Конечно. В зоне любая информация стоит денег. Вход в лагеря военных? Ну, блокпост достаточно узкий. У них патрули ходят. Патрули ходят. Но я не думаю, что они заходят туда. За озеро. А вас сколько, двое? А вас? Нас трое. Вас трое. Хорошо. Что? Сейчас попробуем. С военными попробуем договориться. Можем подойти, перетереть его месяца, поближе узнать. Мы тогда попробуем с военными перетереть. Ну попробую, я перетирал как бы, но опять же, в случае чего я вам ничего не говорил, вы меня не знаете. Вообще не встречались. Окей, договорились. Удачи. Давайте, удачи, пацаны. В баре. Что-то долго братва перетирает. Так, а где этот бандюк? Не, иногда терпения все же не хватает. Рано, Мы будем разговаривать. Да, или как? будем разговаривать. Потерпи, брат. потерпи, Задолбали. братва. Еще бы обсудили, как трахаются все шлюхи в местных гостиницах за периметром. Я буду ждать возле бункера торговца. Смотри, базар такой. Мы тебя сейчас можем взять одного. Проведешь нас за символическую плату. Один контейнер. Сталкер пятерки в зону, потом топтать будешь себе заработать. Но базар у пацанов какой? Там где один, там и второй, а вы своих пацанов подтягиваете.
Вот, так что давай за каждый проход в зону нам по маленькому кушу. А сами играйте у нас, курите кальян на казино. Так, я Много не не просим. Что именно? Сколько? Сейчас мы тебя ведем в зону, Ну, ты нам контейнер. я не занимаюсь сбором артефактов. Да ладно, что ты у торговца не можешь. У тебя же бабки есть на кармане? Есть, ты нам бабки обещал. Берешь есть контейнер, отдаешь Тебе нужен нам. ПКС. Нам нужен контейнер для артов. Блин, Ну. таки придется Вот идти тебе ведем одному. зону. Но шелестит этот Представляем браток тебя на красиво. своем смотрении. Видно, что не шантропа, а Приходи к люди нам на деловые. базу, Ну гуляй, ладно, гуляй, рискнем. веселись, карты играть. Не вопрос. Ну, сталкера по твоему маршруту пусть приходят, бабки платят, иначе будет другой разговор. Братва с этим не согласится. Хорошо, вы меня проводите, я вам даю ПКС. ПКС. Окей. И дальше сталкера, которые проходят по моему маршруту, платят вам дань. Да, Цена вопроса? цена вопроса. Баксов 10. 10 баксов за проход. Да. Договорились. Я пойду с торгашом перетру. И как раз, может Перетирай. быть, прихвачу ПКС. Перетирай. Не вопрос. Ты рисковый торговец, если у тебя вот так все разложено. Ну ничего, пусть попробую. У тебя же даже охраны нету. Авторитет. Ясно. Значит, смотри, что удалось узнать. Военные обложили крепко. Там особо не сунешься. Но у них есть командир, достаточно корыстный чувак. Капитан Кос. Капитан Кос взял, скажем так, взяточку в некотором размере, не так уж много. И через него можно провести сталкировку официально на ту сторону. За определенные деньги. Скажем так, окончательную сумму они мне не назвали. Сработал мой пропуск. Но думаю, да, сотрудничать готовы. Сейчас я хочу перетереть с братвой, и они покажут дорогу. Дальше, если наши будут этой дорогой ходить, ну, за небольшую плату. Плата совсем символическая. Я эту информацию добыл, как бы, и хотел бы тебя, можешь подсобить. ПКС нужен. Да. А зачем он тебе? Ну, скажем так, не помешает один ПКС. Плюс, может быть, услуга за услугу. То есть информацию я тебе первичную добыл. Если тебе что-то нужно, скажи сразу, потому что я хочу сейчас нырнуть за кордон, туда, в зону. По поводу пропусков, тут есть такая тема, что я их как бы тоже надыбал недавно. У меня есть энная сумма. И стоит это все в принципе недешево. Они улетели в копеечку. Если вдруг ты чем-то разживешься, то я могу снарядить своих парней пропусками, но опять же не гарантирую, что военные это воспримут серьезно. То есть тебя пропуска липовые, они могут их, потому что у меня официалка. Я понял. Просто они как бы списанные, там доделанные, слегка подправленные. В принципе ничем не отличаются, но как бы не знаю. Лучше с ними, чем без. Потому что без туда соваться это вообще. Понятно. И сколько ты за них хочешь? Я за них хочу сделать $400. Не кисло. Да, и они не постоянные. Угу. Такой был договор. Просто чайник. Вот. То есть я их выписываю на определенное время, и ими можно пользоваться. В теории их можно спокойно отбить. Ну, это если носить хабар. Конечно. Ты в этом не заинтересован, но вот я думаю, нет, наверное. Ну, ты сам им говорил об этом? Пока нет. Пока будет способствовать своему Ну, я советую пока не рассказывать, так, попридержи информацию. Ладно, давай, чтобы я не терял времени, давай мне ПКС. Я с братвой пойду, они обещали на базу свою провести, дать отдохнуть. Ну и там поищу ту девочку, которую искал.
наверное, нет. Ух ты, а ну покажи. Паленка, но, блядь, даже третьему поколению не Прибор уступает. ночного видения. Хорошая штука. Я но занят. приберегу его на более серьезное Сейчас. дело. Ну, думаю, ты ее оценишь. Ну, Там один аккум, и вот резервный на случай, мало ли что. она у тебя в единственном экземпляре? Да. Придержи пока. Я вернусь. Угу. Думаю, для чего-то Хорошо. более толкового. Окей, давай ПКС. Я погнал. Какой тебе нужен? Обычный ПКС для переноски артефактов. Окей. Благодарю. Все, если что узнаю, я вернусь. Договорились. Хорошо. Тогда Мое пока все на сохранении здесь. удачи. Да. Удачи. Хорошей торговли. Пьяни. Эй! Браток, перетереть надо. ПКС вижу. Иду с вами. Один. За сталкеров что-то ясно? Они будут платить. Но после того, как я вернусь. Сейчас они в зону по нашему маршруту не сунутся. Сейчас понятно. Дальше ты хочешь, чтобы мы тебя обратно привели? Поговорим на вашей базе. Все, не вопрос. Держи ПКС. Ну вот и все. Пора в зону. Становиться сталкером, мать его, за ногу.